Всем привет! Вас приветствует YouTube канал Lazarux Models, канал о коллекционировании масштабных моделей и истории создания легкового грузового и общественного транспорта. Этот ролик посвящен первому массовому советскому представительскому лимузину ЗИС-110. 6 января 1942 года Государственный комитет обороны принял решение о восстановлении автомобильного производства в Москве на автозаводе имени Сталина ЗИС. Не нарушая темпов роста оборонной продукции, 14 сентября того же года вышел приказ Наркомата среднего машиностроения о создании на ЗИСе нового легкового автомобиля высшего класса. Через 5 дней директор ЗИС Иван Алексеевич Лихачев издал приказ номер 723 от 19 сентября 1942 года о создании на заводе конструкторско-технологического бюро по проектированию нового автомобиля ЗИС-110. Параллельно с выпуском серийного ЗИС-110 велась разработка бронированной версии автомобиля для высших руководителей СССР ЗИС-115. Разработка нового автомобиля началась в 1943 году по персональному заданию Сталина, и гражданская и бронированная версия нового ЗИСа проектировались одновременно с одинаковой внешностью. В первую очередь разрабатывался автомобиль со специальной защитой. Бронированный представительский лимузин являлся засекреченным и собирался на спеццехе ЗИСа отдельно от гражданской версии ЗИС-110. Главные особенности бронированного ЗИСа были: это бронекапсула, стальная сварочно-клепанная коробка, вокруг которой собирался кузов автомобиля. Аналогичный тип бронированной капсулы использовался в авиации, на самолетах-штурмовиках Илюшина Ил-2. Автомобиль выдерживал взрыв гранаты, автоматную очередь и прямой снайперский огонь. Далее стекла автомобиля были пуленепробиваемые толщиной 75 мм. Весь комплект стекол весит около 300 кг. В качестве стеклоподъемника в автомобиле использовался специальный гидравлический домкрат. Еще одна особенность ЗИСа – это откидные сиденья, так называемые страп-антенны, которые прятались в перегородке за передними сиденьями автомобиля. По некоторым источникам сам Иосиф Сталин иногда любил садиться именно на страп-антенны, дабы в целях безопасности. Общий вес автомобиля составлял около 7 тонн, так как гражданская версия ЗИС-110 весила всего 2,5 тонн. Интересно, но факт, что спустя 76 лет тот самый ЗИС-115, на котором ездил Иосиф Сталин, до сих пор хранится в частной коллекции в самом большом музее Европы, музее техники Вадима Задорожного. Также разные модификации ЗИС-110 встречались в эпизодах фильмов, таких как «Весна», Простите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, который сейчас час? Московское время 12 часов 45 минут. «Верные друзья», Вариант, Василий Васильевич. Никуда не скроется, все равно нас ищем. Ага, найдем и привезем на нашу Яузу. «Дело номер 306». Сердце бьется вновь. Товарищ капитан, поступил тяжелый больной, Балашов Павел Петрович. Удивительное воскресенье.
Ясно. Большой он, Пепичек. Страшный такой. Да, моц. И танцует. Собор танцует. Да. Полосатый рейс. Иван Васильевич меняет профессию. Мало того, что эта истеричка устроила скандал на студии, она еще перепутала наши чемоданы. Это за час до самолета. Карп Савельич, я просто не верю своему счастью. Жди меня, и я вернусь. За все годы производства выпускались разные модификации ЗИСа. Правительственный лимузин. Кабриолет использовался для проведения парадов, а также использовался в таксопарках. Санитарный вариант – катафалк. И вариант скорой помощи. Была еще полноприводная версия ЗИС-110П, но она в серию не пошла. В 1953 году, впервые после первого парада Победы 1945 года, состоялся парад Победы, который принимали не на лошадях, как раньше, а впервые на автомобилях-кабриолетах ЗИС-110Б. Последнее упоминание парадных кабриолетов ЗИС-110Б было на Олимпиаде 80 в Москве, хотя они послужили торжественным кортежем для перевозки олимпийского огня. ЗИС-110 стал первым крупносерийным советским автомобилем представительского класса. Несмотря на сильное влияние Паккарда, он символизировал самостоятельность советского автопрома и открыл в дальнейшем линию правительственных лимузинов ЗИЛ. Всем спасибо за внимание, подпишитесь на этот канал, оставьте комментарий, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, и до новых встреч!